Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить сладкие домашние булочки из дрожжевого теста. Выпечка из дрожжевого теста всегда очень вкусная. Булочки по этому рецепту получаются воздушными, пышными, сладкими, с хрустящей корочкой. В этом видеорецепте я покажу 5 способов формирования булочек. В небольшую емкость вливаем 50 мл слегка теплой воды. Добавляем 11 грамм сухих дрожжей или 30 грамм живых. 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку муки. Перемешиваем и убираем в теплое место без сквозняков на 10-15 минут. Когда дрожжи начали работать, замешиваем тесто. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 1/3 чайной ложки соли, выливаем подошедшую опару и слегка перемешиваем. Добавляем 150 грамм сахара, вливаем 500 мл слегка теплого молока. Добавляем заранее растопленное и обязательно охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Перемешиваем и частями добавляем предварительно просеянную муку. Замешиваем мягкое эластичное тесто. У меня ушел ровно 1 кг муки. Если даже тесто немного липнет к рукам, чтобы не забивать его мукой, руки смазываем растительным маслом и продолжаем вымешивать, не добавляя муку. Оставляем тесто для подъема. Для этого миску с тестом накрываем полотенцем и ставим в теплое место без сквозняков. До увеличения теста в объеме минимум в 2 раза, примерно на час-полтора. Когда тесто подошло, нужно его обмять и снова убрать в теплое место для подъема. Теперь оно будет подниматься гораздо охотнее, минут за 20-30. Так обминаем тесто 2-3 раза. Готовое тесто выкладываем на поверхность, смазанную растительным маслом. Обминаем и разрезаем на кусочки приблизительно одинаковой величины. Каждый кусочек теста округляем. Даем немного расстояться и начинаем формировать булочки. Шарик теста разминаем в лепешку, слегка смазываем растительным маслом и равномерно посыпаем сахаром. У меня на каждую булочку уходит 1 чайная ложка сахара. Чем больше сахара, тем карамельнее будет булочка. Подготовленную лепешку сворачиваем в рулетик, а дальше формирование булочек может идти разными способами. Первый способ – плюшка-сердечко. Рулет складываем пополам и делаем ножом продольный сквозной разрез, не доходя до конца 2-3 см. Разворачиваем по линии разреза слоями вверх. Второй способ – плюшка-бабочка. У рулета подгибаем оба конца так, чтобы они соединились посередине. Там, где получились сгибы, делаем разрезы. Раскрываем по разрезам слоями вверх. Третий способ – плюшка-выкрутка. Делаем в рулете продольную сквозную прорезь от одного края до другого, не доходя до концов примерно 2 см. Раздвигаем получившееся отверстие и протягиваем в него концы рулета. Четвертый способ – плюшка-тюльпан или трилистник. Рулет складываем пополам. Делаем 2 разреза вдоль заготовки, немного не доходя до конца. Раскрываем по разрезам. Крайние лепестки разводим в стороны и разворачиваем слоями вверх. Пятый способ – плюшка-завитушка. Раскатываем тесто в один большой пласт. Немного смазываем маслом и посыпаем сахаром. Скатываем в большой рулет и нарезаем на кусочки желаемого размера. Противень смазываем растительным маслом и выкладываем на него булочки. Оставляем в теплом месте на 15 минут для расстойки. Затем ставим выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 20 минут. Для блеска готовые булочки смажем сиропом. Для этого соединяем 3 столовые ложки горячей воды и 2 столовые ложки сахара. Хорошенько перемешиваем до полного растворения сахара. Достаем готовые булочки из духовки и сразу смазываем горячие булочки подготовленным сиропом. Булочки получаются очень вкусными, пышными и воздушными. Они отлично подойдут и к утреннему чаю, и к посиделкам за чашечкой кофе. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой канал, вас ждет много интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видеорецептов. Ну а на сегодня у меня все.
Увидимся в следующих видео.